Философия техники. Непосредственное приложение к практике философии науки. Потому что наука не только хочет мир объяснить, это хочет сделать и философия. Но главная амбиция науки – мир изменить. Как изменить? Не просто его исковеркать, хотя надо признать, ученых это замечательно получается, в особенности в 20 веке. Но, как писал Фрэнсис Бэкон, сделать природу более удобной для нас, чтобы нам здесь легче, удобней, веселей, радостней жилось. Вот это применение науки на практике мы называем обычно техникой. Но начнем, конечно же, с понятий. Итак, базовое понятие, хотя можете начать с эпиграфа гегелевского. Мы с вами говорили, что человек создает культуру, отрываясь от общества, и отрываясь от природы, и человеческая культура – это то, что замыкает нас самих себе. Некоторые до такой степени замыкаются, что я знал одного молодого человека, который боялся леса. Он боялся просто по тропинке зайти в лес, у него был психологический дискомфорт, ему было просто страшно на подсознательном уровне, потому что там нет железобетона, нет тротуарной плитки, он просто боялся ступить на гравийную дорожку даже в ухоженном лесопарке. Потому что это наш мир культуры, наш мир общества. И непосредственно та часть нашей культуры, которую мы ставим между собой и природой, словами Гегеля, оставим надрываться вместо себя, мы называем это техникой. Условно говоря, это то, что заменяет наши руки, наши ноги, а теперь в наше время еще и наши мозги. Помогает нам акцентировать свое внимание и интерес на чем-то другом и трудиться вместо нас. Одно радикальное определение техники. Техника – это то, что помогает человеку быть лентяем в современном мире. Такое альтернативное определение, Полу Фьерабенду оно принадлежит. Но мне с юности в голову втемяшился один рекламный ролик какой-то фирмы, то ли Аристон, то ли Индезит, рекламирующий стиральные машинки, где показана машина, медленно крутящее белье, и возле него, облокотившись жеманно спиной на машину, современная барышня в каких-то гламурных панталонах сидит и перелистывает, разумеется, не томик Гегеля, и, разумеется, не пособие по истории России, не повесть временных лет, а какой-то модный гламурный журнальчик. А в машине стирается, допустим, пододеяльник. Вы не знаете, что такое постирать пододеяльник вручную, наверное. Вот еще когда я был гораздо моложе вас, то это была повинность социальная, когда нужно кому-нибудь членов семьи, или просто друзьям, или соседям прийти и помочь постирать пододеяльник, когда стиральные машины были не у всех в советское время. Потому что потыркать-то его, конечно, при тамошних, тогдашних еще отвратительно стиральных порошках еще можно было в этой ванне, но как ты его выжмешь? Мы совершенно от этого даже можем не заморачиваться. Закинул в машинку, ткнул пальцем в кнопку, и машина делает за тебя огромную работу, экономя и твои силы, и твое здоровье, и твое время. Из ограживаю определение. Вот оно. Вопрос, куда я освободившееся время потрачу. Философы просвещения, о которых мы с вами говорили, утверждали, что это нужно для того, чтобы человек занимался саморазвитием. Практика показывает нам некоторые другие вещи. По мере увеличения технического и технологического прогресса одновременно увеличивается еще уровень варварства людей. Снижается уровень начитанности, уровень элементарной образованности, когда, казалось бы, машина за тебя стирает, но возьми книжку и читай. Нет, ты не книжку, ты будешь шорты в WhatsApp смотреть, как смешные китайцы спотыкаются и падают. Вот, значит, на что мы тратим наше освободившееся время. Это не случайно. Почему так происходит, об этом поговорим. Мы используем понятие техника и понятие технология. Значит, сразу разграничивая эти вещи в русском языке. Техникой называют вещь, способ применения техники мы называем технологией. В английском языке смазаны эти вещи, там используют понятие техника в обоих случаях. Мы тоже используем, например, говорим техника безопасности. Прогресс техники – это наша история, история человечества. От палки-копалки до большого адронного коллайдера и дальше. И при том сложность использования определенного предмета, кстати говоря, вернее, по-другому немного скажу, чем примитивнее предмет, который человек использовал, тем сложнее было его освоение. Потому что я вам уже рассказывал про свои эксперименты с каменным топором, который я предлагал студентам осуществить. Сделай топор, сруби дерево, получишь оценку.
Никто не смог. Такой не предлагаю. Предлагаю сейчас, пожалуйста, пробуйте. Да? Сложность была уже на уровне привязывания камня к палке, а уровень натачивания камня до этого еще никто не дошел. Мы утратили к этому подход. У нас же руки просто к этому не приспособлены зачастую. Ну, даже не об этом сейчас речь, а речь о том, что эту вещь, просто палку, орудие с природы, взятое из природы, использовать труднее, чем конкретную машину. Потому что в машине есть внутренний алгоритм действия. Нажимаешь на кнопку, выучил определенную последовательность действий, и что внутри машины находится, ты можешь понятия не иметь. Тебе нужно просто соблюдать технику безопасности, не подсовывать там руки куда не надо, для того, чтобы тебе их там не пришило к чему не надо. На ядерной станции работает огромное количество людей и непосредственно знает о том, как работает реактор, может быть, единицы из всех этих людей. Все остальные, они совершают примитивные действия, начинают уборщицы и заканчивая там, как Гомер Симпсон, операторами, которые нажимают на кнопки, в крайнем случае выливают ведро воды, или ставят петуха, который клюет кнопку, совершая работу Гомера Симпсона, или как в одной из серий такая игрушка была, такая птичка на палке, которая наполняется водой, а потом делает такое движение, вот, нажимая на кнопку. И Гомер Симпсон даже ее ставил вместе себя на работе, потому что работа заключалась в нажимании одной единственной кнопки, и сбегал с работы. Вот, там целый ряд серий, посвященных тому, как различные не только люди, но даже предметы исполняли работу оператора службы безопасности на ядерной станции города Спрингфилд, Гомера Симпсона. Вот. То есть, безусловно, для этого нужны особые знания, которых нет там у пещерного человека. Например, знание математики примитивное, знание языка, умение читать, писать. Но внутренняя среда закрыта. Следующий уровень, о котором мы будем отдельно говорить, это уровень роботизации, когда практически от человека требуется еще меньшего контроля над производственным процессом. За тебя выполняют все роботы, должность инженер на какой-нибудь там заводе компании, например, Toshiba или Toyota, это будет означать лишь оператора, который ходит по станции в белой рубашке с короткими рукавами и поглядывает на мониторы. Притом, даже если что-то случается, то по большому счету система сама себя и выровняет. Ну а вдруг что-нибудь случится? Поэтому все-таки нужен живой человек. Потому что все-таки роботы не до конца могут быть самостоятельны, как казалось в 20 веке, в его конце, в начале 21 века. И образ, опять же, взятый из последних сезонов того же самого сериала «Симпсоны», виртуального труда. Когда за меня полностью работу выполняют какие-то машины, а я осуществляю лишь общее какое-то руководство. Я осуществляю игру. В данной серии показан мир, значит, фабрика будущего, где какие-то мошенники эксплуатировали детей. Дети полагали, что они лишь играют в грузчиков, в дворников, совершая определенные движения. На самом деле машины за них все это совершали, вот, а дети получали какую-то там смешную заработную плату, но они ее получали. То есть, таким образом, человек полностью, словами Маркса, отчужден не только от результатов зарплаты, но даже от процесса своего труда. Попробуй починить iPhone, когда он сломался, и даже отверток таких нет. Значит, так что вот речь идет о прогрессе и об отчужденности человека от того, что он изначально поставил между собой природой. Вот оно определение, не определение, описание Гегеля, поставил между собой природой. Но вот одна ситуация, когда меня от природы отделяет палка, которой нету горилл, и другая ситуация, когда человек даже может не знать, как слово природа пишется, а не то, что как выглядят листья, ветки, палки и прочее. Таким образом возникает вопрос, а мы-то здесь зачем, да? Где наш мир, что является настоящим, ненастоящим. И давайте в этику, например, продлим человека, который живет в мире, который он не контролирует. Рассуждение о том, что такое добро и зло, что можно, чего нельзя, что такое насилие, что такое свобода в этом мире. Все сложнее и сложнее рассуждать. И как это не парадоксально на первый взгляд звучит, человек дикого общества гораздо больше абстрактных понятий не имел представления. Он чувствовал и знал, что такое любовь, свобода, справедливость, добро, равенство и так далее. И чем дальше он совершенствует свой способ не работать, тем все туманнее, размытие становятся эти понятия, освобождая пути для манипуляции человеком, для диктатур, в которых человек является винтиком и прочее. Напоминаю, что все главные диктатуры 20 века исключительно высокотехнологичные общества и 21 века. Итак, теперь статистика. Нужно определить с определенными понятиями. Общую философию я вам объяснил. Итак, орудие, словами Маркса, это элемент природы, используемый против природы. Если не хотите, напишите просто определение мое. Простейший предмет, используемый в трудовом процессе. Не обязательно в трудовом, конечно, можно и про игру говорить, и про общение, мы просто условно выделяем.
Механизм – это сложное устройство, помогающее выполнить работу. Обратите внимание, механизм работу не выполняет, он помогает ее выполнить, и он сложный. Вот механизм. Казалось бы, разобрать и посмотреть, там целая куча, одну детальку потерял, и все, ручка не работает. Казалось бы, в чем сложность детали? Ты попробуй кустарным способом пружинку сделать. Все, ручка будет мгновенно недееспособность, хотя бы один элемент пропадет. Петли, на которых висит дверь, это тоже механизм, который помогает выполнять работу. Ручка не пишет сама по себе, дверь не закрывает сама по себе, но она помогает нам. Представь себе, если петли бы не было, нам приходилось бы каждый раз дверной проем запирать какой-то пластиной. И вот эта штука, с помощью которой мы тратим минимум сил. Слабый, немощный человек одним пальчиком хорошо повешенную дверь открывает и закрывает. А может даже не закрывать ее. Современные механизмы дверь закрывают сами. Как он называется, эта штука, которая притягивает? Доводчик, да? Доводчик двери. Видите, даже такие штуки. Как не вспомнить слова о том, что техника помогает нам лениться? Я выхожу из подъезда и пошел, мне даже не надо оборачиваться. Я знаю, что дверь закроется сама. Следующий уровень – это машина. Вот в отличие от механизма, машина уже выполняет работу. То есть сложное устройство, выполняющее работу за человека. Например, автомашина, автомобиль. Например, стиральная машина. Человек машину контролирует. Причем контролирует полностью. В этом отличие машины от автомата. Автомат – это устройство, работающее по собственной программе с минимальным участием человека. Как стиральная машина бывает ручная, как она называется, механическая стиральная машина, которую душем заправляем. Да? Вот. А есть автоматическая, где просто нажимаешь на кнопку и ходишь 3 часа вокруг нее, пока она стирает. Вот в этом отличие механической от автоматической. Еще раз повторяю, работающий по своему внутреннему алгоритму с минимумом участия человека. То есть нажать на кнопку все-таки нужно. Даже если ты хочешь поставить отложенную стирку, но ты не сможешь вещи запихать, машина сама не сможет вещи в себя запихать. Робот, ну ладно, с роботом-пылесосом сейчас отдельно мы поговорим. Это следующий уже уровень. Робот-термин придумал чешский писатель-фантаст Карл Чапек. Вот, то есть робот – это уже устройство, работающее вместо человека. Автомат минимизирует участие человека, робот делает практически не нужен. Ну и, конечно, говоря о роботе, который работает вместо человека, нужно представлять, конечно, не этих дурацких японских роботов, смешных, которые в футбол там играют, или эти собачки, которые ходят, это все ерунда. Нужно представлять роботов компании Toyota, которые не просто осуществляют процесс сборки автомобиля, они осуществляют еще краш-тест, проверяют свою собственную ущербность. Если нужно, они сами автомобиль бракуют и отправляют на доработку. А оператор стоит и смотрит на мониторы. Или вообще сидит и играет в тетрис. То есть здесь участие человека практически не нужно. Или, к примеру, робот, который там разминирует что-либо. Или даже тот же самый робот-пылесос. Его включил и все. Если нет полос на полу каких-нибудь фатальных для него, то он будет все ходить и делать сам. Ты заходишь полностью в чистый дом. От тебя требуется открыть коробку, вытащить его и включить. Но, безусловно, вместо не означает без участия человека вообще. Оно нужно на минимальном уровне. Следующая эволюционная фаза, ведь это эволюция, это искусственный интеллект, о котором сейчас много говорится, но зачастую подменяют два понятия, близких друг к другу. Это нейронная сеть и искусственный интеллект, хотя это все-таки разные вещи. Искусственный интеллект, выражаясь на том лексиконе, который мы сейчас с вами используем, это машина, которая совершенствует саму себя. То есть она обладает определенной самокритикой. Это элементы системного анализа, элементы рассудочного мышления. Человек ее, конечно, учит, там сидят несчастные обучатели нейронных сетей где-нибудь в Уганде, учат их, а эти машины потом благополучно вскрывают кошельки каких-нибудь бабушек. Вот, или устраивают в Телеграме черти что уже боишься подписаться на какой-нибудь канал, потому что сейчас начнется бомбардировка самых необычных. Понимаете, наверное, проходили все по этому адскому пути. Вот, то есть самый первый пример искусственного интеллекта, который является самым чистым для принятия, это антивирус. Машина, которая работает сама по себе, она может найти свою ущербность, понять, что наступило время, сама связывается с браузером, сама оттуда скачет новую антивирусную базу, иной раз даже интерфейс меняет. Включаешь компьютер, он вчера был синеньким, а сегодня будет зелененький, он полностью поменялся, потому что я просто галочку поставил на автоматическом апгрейде.
Вот. Или вообще он полностью сам закрылся и мне говорит: эй, хозяин, плати деньги, я как версия устарел, но я готов обменять себя на новую версию. От тебя лишь требуются те действия, которые пока что еще искусственный интеллект, к нашему с вами счастью, не может совершить за нас. С помощью нашего пароля зайти на наш банковский счет. Хотя, подождите, может. Мы можем ввести данные карты, разрешить автоматическую оплату, например, телефона каждый месяц, автоматический платеж, и он будет это делать даже вместо нас. То в чем в этом случае отличие от нас? Если вы думаете, что человек принципиально по этому пункту отличается от машины, давайте задумаемся. Итак, искусственный интеллект осуществляет программу, одним из пунктов которой является непрерывное совершенствование и выполнение заранее заданного направления работы. А наша с вами жизнь? Те же самые алгоритмы, которые нам прописаны, те же самые определенные задачи, которые мы вынуждены решать. И если хоть одно звено мы упустим из этого перечня, у нас пропадает все. Например, давайте человек, например, просто решает после 8 класса бросить школу. И все, он уже автоматически выскочил из системы, то есть он уже не устроится ни в какие другие компании, которые требуют высшего образования, потому что его не пустят в вуз, потому что у него нет школы законченной, и далее, и далее, и далее. И человек, который может быть талантлив сам по себе, просто выскочил из программы. Это минуточка к размышлению текущему, потом об этом поговорим более детально. Не идите порочным путем противопоставления терминов друг другу. Нет никаких вот этих вот четких граней. Это мы для понимания так выставляем. Конечно же, вот здесь трудно разобрать. Как и, например, вот здесь, например, вот эта вот штуковина, с помощью которой разводится огонь. Это ведь на самом деле сложные орудия. Одна из первых и наиболее до сих пор развитых школ философии и техники – это марксизм, который разграничивал во всем, что мы делаем, весь производственный процесс на участие производительных сил, средств производства и производственных отношений. Об этом мы уже говорили с вами 100 раз, на семинаре по марксизму в особенности. Вот. Но то, что мы используем, производительные силы, к которым относятся техника, технологии, знания, умения, навыки, вообще все. По мере развития человека он совершенствует средства производства. Средства производства в эпоху Древней Греции – лопата. Средства производства сегодня на заводе Toyota. Сами понимаете, все гораздо сложнее. То есть мы совершенствуем средства производства, а чем совершеннее они становятся, тем сильнее они меняют наши с вами отношения. То, как человек с человеком говорит в автобусе, то, как муж разговаривает с женой, то, как воспитательница воспитывает в детском саду ребенка, это производственные отношения. Хотя, казалось бы, они к заводу и фабрике дымящие не имеют никакого прямого отношения. Вот это определяет то, как мы все живем, думаем, движемся, покупаем, влюбляемся, обижаемся, расстраиваемся, живем, зарабатываем деньги, кончаем с собой и прочее, прочее, прочее. Все определяет средства производства, которые показывают нам наше место в нашем мире. Что нужно было парню, допустим, 300 лет назад для того, чтобы быть успешным? 2 руки, 2 ноги. Ну и относительное, примитивное какое-то здоровье и элементарный какой-то интеллектуальный уровень, чтобы ты понимал приказы и мог их выполнять. От тебя не требовалось больше ничего и даже, в принципе, грамотности. Что требуется от современного, например, продавца мобильников в салоне Евросети? Наверное, теперь уже 2 высших образования. Да? Ну, по крайней мере, зачастую люди с 2 высшими образованиями работают именно там. То есть теперь трудно найти то место, где не требуются от тебя определенные навыки. Мне попалось на глаза объявление уборщица с высшим образованием и знанием разговорного английского языка. Мне стало так интересно, что я позвонил. Ну, никакой на самом деле ничего особенного не было. Это просто иностранная компания. А почему английский язык? Понятно. Говорю, а почему высшее образование? Говорят, а у нас просто, понимаете, у нас бухгалтерия такая, мы должны по штату указать сколько-то работников с высшим образованием. Ну, вот мы решили так вот похитрить, чтобы у нас чисто физически было больше работников. Все равно же много уборщиц. Через время я к ним опять обращаюсь, говорю, вы нашли? Говорю, да, нам 4 кандидата пришло с высшим образованием. Мы выбрали одну из них. То есть конкурс был на уборщицу иностранной компании, которая шваброй трёт пол. С высшим образованием и знанием разговорного английского языка. Видите, как средства производства усложняются. А почему? Потому что в этой компании документация только вся производства на английском языке. Поэтому там не работают русскоязычные сотрудники, работают только иностранцы, приглашенные по контракту из-за рубежа. Потому что не делается в России, например, такая техника, не умеют российские специалисты пользоваться. В данном конкретном случае нефтепереработка, например. Средства производства меняют нам. Поэтому эта уборщица, приходя домой, или нет, а другая уборщица,
без высшего образования, пинает своих детей и говорит: учи английский язык, потому что не выучишь, даже уборщицей работать потом не будешь. И вполне возможно представление о будущем где-то так и произвели. А представьте себе уборщицу, которая не умеет читать и писать. Мне кажется, что даже на этом, даже в нашем современном мире, учитывая там работу в каком-нибудь ларьке, уже будут определенные проблемы с этим связаны. А как подписать трудовой договор? Она же его не прочитает. А как, например, там нужно будет один из пунктов трудового договора ознакомление с техникой безопасности. Ты ставишь галочку, что ознакомлю, как она знакомится, и читать будут вслух. А если некому будет читать вслух? Так что, видите, меняется техника и усложняются наши отношения. Когда-то, условно говоря, были рабы, миллионы, миллиарды рабов, которые использовали примитивную технику, и ничего не получалось. Техника усложнилась, появилось огнестрельное оружие, которое люди постепенно освоили, и отношения эксплуататоров и эксплуатируемых стали гораздо сложнее. Потому что теперь недостаточно просто отдавать рабу приказ, у этого раба вчерашнего есть пистолет. И он может отреагировать совершенно особым образом. Поэтому нельзя его пинать. Нужно сказать: здравствуйте, уважаемый, я уважаю ваши права и свободы, давайте мы заключим трудовой договор в рамках действующего законодательства, обсудим зарплату, откроем счет в банке, будем деньги на карточку перечислять. И улыбку до ушей. Вот, для того, чтобы не получилось определенного ответа от этого человека, владеющего огнестрельным оружием, современным компьютером, современными средствами телекоммуникационной связи, интернетом. То есть изменяется техника, люди становятся сложнее. И становится нельзя то, что можно было вчера. Как вы думаете, какие-нибудь самые, например, авторитарные диктатуры, например, Средней Азии, Африки, в какой-нибудь из конституций этих государств написано, что люди не равны, что мужчина имеет право бить женщину? Нет. Абсолютно. Потому что современные телекоммуникационные средства сразу же предполагают на миллионы Грет Гудберг, которые трясут там щитами, потому что какое-нибудь племя Мумба-Юмба на законодательном уровне угнетает своих женщин. Поэтому даже если это и угнетается, это и производится там, на уровне обложки, все равно нам будет заявлено обратное. Все равно диктатор будет лицемерить, лебезить перед своим народом, изображать что-то современное, новое, что есть и на этом, как там его, тлетворном Западе. Вот. Так что техника влияет все. Одним из философов, который абсолютизировал значение техники, был Карл Маркс. Его коллега Фридрих Энгельс написал знаменитую книгу «Роль труда в происхождении человека из обезьян». То есть об этом я подробно говорил. Нас делает наша техника. Причем в обоих смыслах слова «делает». И в смысле, который мое поколение вкладывает, и в смысле, который ваше поколение вкладывает слово «делает». Марксистский термин «отчуждение». Вот он здесь происходит. Чем сложнее становится техника, тем больше в зависимость мы от нее попадаем. Тем больше от нас требуется умение управлять этой техникой. Или люди, которые ее управляют, становятся элитой общества. И мы работаем на нее. Поскольку мы не имеем знания языка там Python, мы вынуждены подметать пол, а человек, знающий язык Python, где-нибудь сидит в Паттайе в отеле и благополучно пишет код. Сколько ему надо времени, под кондиционером, а потом идет купаться в море. Потому что он обладает элитарными, пока что в нашем мире, пока что еще пенсионеры не выучились этому языку, пока что еще элитарными знаниями. Но потом постепенно, опять же, закон перехода количества в качество, происходит нечто новое, и знание, которое вчера было уникальным, оригинальным, делающим его элитой, становится массовым, выделяется нечто новое. Одним из первых мыслителей, создавших концепцию техники, а как чего-то отдельного от науки, потому что до Льюис Мамфорд, до него технику отдельно не изучали. Было представление техники такое, с которого я начал с вами сегодня работать. Техники нет, это лишь способ приложения науки. Нет айфона. Есть лишь способ осуществить аудиовизуальную телекоммуникацию. Люди думали, как сделать так, чтобы общаться на расстоянии. И они изобрели различные технические штуки, в частности, устройства определенные. Но само по себе оно не нужно. Важно, как осуществляется это самое научное средство. Отбросил вообще представление о науке как о предыдущем шаге Льюис Мамфорд. И рассуждал о том, какой нам смысл рассуждать о какой-то телекоммуникации. Слово-то выговорить не можем зачастую. Никто не знает научных концепций, парадигм. Томаса Куна, если кто-то из вас даже взял книжку, то это уже хорошо сейчас. Но iPhone мы имеем. Поэтому мы конкретно общаемся с техническими устройствами.
И мы не видим того, что стоит за ними. Для нас они данность. Мы не рассуждаем о том, хорошо это или плохо, мы просто их впитываем в себя. Я до 2018 года не имел смартфона, я пользуюсь кнопочным телефоном. Но тем не менее, есть теперь он у меня, потому что невозможно от этого дальше уклоняться. Потому что иначе как я получу там определенные материалы, которые распространяются, например, мне просто по работе, только таким путем через группу в WhatsApp. Другого кого-то просить можно, но это сложно. Поэтому пришлось купить, обучиться, использоваться и попадать в зависимость от того, что, например, у него память опять закончилась, забилась, опять что-то нужно делать, либо новый покупать, либо ставить какой-нибудь C-клинер для того, чтобы эту память очистить. Для этого нужно изучить, что такое C-клинер, что такое память, вставить дополнительную флешку, знать ее объем, то есть все, я теперь завязан на нем. И чем сложнее становится техника, тем больше я на нее завязываю, тратим на это свое личное время. Потому что нигде, ни в каком рабочем контракте не прописано время, которое мы должны потратить на обучение работе на компьютере. Мы должны просто прийти и уже продемонстрировать навыки. Если мой компьютер ломается, если мне требуется обновить программный продукт и прочее, это мои личные проблемы, на которые я трачу время, которое не является трудовым, а является либо временем отдыха, либо временем сна. Зачастую последним. Так что техника не просто стоит между нами и природой, надрывается вместо нас, она обосабливается. Вот об этом писал Льюис Мамфорд. И постепенно возникает миф. Миф вы уже знаете, что такое. Миф о том, что, во-первых, он многоплановый, миф техники. То есть техника сама по себе становится мифом. Одна сторона этого мифа: без техники жить нельзя. Вторая сторона этого мифа: чем лучше техника, тем лучше жить. Третья сторона этого мифа: от человека требуется контроль за техникой и так далее. Много этого мифа и сторон. Смотрите, эта книжка, она интересная. Называется она «Миф машин». Он был одним из первых, кто обозначил эту проблему. Собственно, большой критики не встретилось, но возникли алармисты через время. Эта концепция рождалась в годы войны и в первое послевоенное десятилетие, когда люди были заняты чем-то другим. А потом они уже внезапно попали в индустриальное, даже постиндустриальное пространство, где поздновато уже что-то осмысливать. И тогда концепция Мамфорда вызвала алармизм, от слова аларм, тревога. И все эти идеи насчет того, что техника восстанет, поработит нас, все эти скайнеты, эти матрицы и прочие фантазии, которые проникли в кинематограф. Кинематограф голливудский делается по кассовым причинам. И какой бы ни был он высокоинтеллектуальный и даже обучающий нас, делается он по принципу спроса рождает предложение. Людям хочется увидеть страшное видео на тему машины, управляющей нами. Или снимается фильм «Терминатор», или «Матрица», или там, «Суррогат», или еще что-нибудь на эту тему. Обратите внимание, что есть только один, если вы в теме кинематографа, на эту тему есть только один единственный фильм, который говорит позитивно о мире техники. И то он настолько редко о нем употребляет, хотя Джордж Клуни в нем снимает, что я даже сам забыл его название. Все остальные фильмы на тему «Человек в обществе техники» — это исключительно пессимистические, драматические повествования, которые рассказывают, как это страшно, ужасно, просто по-разному переставляют акценты. Но никогда не говорит, что это будет мир, в котором мы, как по учению Маркса или по учению Томаса Мора, мы будем заниматься искусством, саморазвитием, а машины будут надрываться вместо нас. Что-то как-то по-другому получается в нашей жизни. Они вроде работают, а нас постепенно ставят в нашу зависимость. И сегодня в тренде, этот тренд очень долговременный, исключительно либо негативное восприятие того, о чем я говорю, либо такой прагматичный. Ребят, куда мы из этого уйдем? Это просто реальность такова. Я должен потратить годы жизни на общение с техникой, изучение ее и освоение ее. По-другому никак нельзя. То есть позитивной, оптимистической линии, практически нет. За исключением одного из выдающихся теоретиков культуры, одного из главных культурологов, не философов, а не культуролога 20 века, Маршалла Сэмюэла Маклюина. Он выпустил 3 книги, каждая из которых была бестселлером. Я покажу вам лишь значение 2 из них. То есть он рассуждает о том же, о чем Маркс, что средства производства влияют на наше мышление, и у нас меняется полностью вся картина мира. Появление книгопечатания в книге «Галактика» Гутенберга — это возникновение нашего мира.
Маклюин подробно рассказывает, очень интересно, просто шокирующим образом рассказывает о том, как у нас меняется вообще отношение к жизни, происходят социальные изменения, выравнивание каких-то отношений, запрет каких-то деструктивных практик, объявление нормой того, что раньше было ненормальным, и наоборот. Всего лишь из-за того, что этот проклятущий Гутенберг изобрел штуку, которая позволяет знания сделать популярным. Ведь вдумайтесь в это. Вот я вам сейчас число покажу. Вот до Гутенберга за тысячелетнюю эпоху Средневековья, вот на момент изобретения печатной машины, до человечества дошло наследие древних в количестве 20 тысяч книг. Вдумайтесь, 20 тысяч книг. Есть просто коллекционеры, у которых дома больше книг. Лежит 20 тысяч экземпляров, не названий книг. 20 тысяч книг всего было в мире. Поэтому знанием могли обладать очень маленькое количество людей, которые по монастырской линии прошли и добились, как в книге Умберто Эко «Имя Розы», добились доступа вот к этим библиотекам для того, чтобы в них быть. И всего очень мало, 20 тысяч книг. И теперь совершенно другой подход. Книга становится популярной. Ее может иметь тот, кто раньше ее не имел. В некоторых обществах это производит грандиозный фурор. Два примера, конечно. Первый пример – это протестантская реформация, когда благодаря изобретению книгопечатания Библия стала доступна не только священникам в католических храмах, а простым мужикам и теткам. Поэтому стало можно читать Библию и тыкать пальцем и говорить: извините, а где тут Папа Римский? Извините, а где тут иконы, святые мощи, индульгенции, где ничего этого нет? И если мы должны жить по Писанию, то давайте-ка мы все это уберем. Начинается протестантская реформация, которая заканчивается кровопролитными, чудовищными, многодесятилетними войнами, размежеванием Европы на протестантский католический мир, заселением нового света на этих основаниях, появлением капитализма, потому что у капитализма основания чисто протестантские. Капитализм не возник бы, возможно, или был бы совсем другим, более беззубым, если бы мир был католическим. Поскольку, условно говоря, католик богач, заработав много денег, скорее всего, он деньги заработает не очень честно, он строит собор. Мы смотрим: Гауди, вау! А миллионер-протестант, который должен отчитаться перед Богом за то, что он сделал, он деньги не тратит, он оставляет их внутри общины. И у его последователя по бизнесу есть замечательная такая баночка денежек для модернизации бизнеса. Деньги снова в бизнес, снова в бизнес, снова в бизнес, происходит накопление капитала. Так что благодаря Гутенбергу возникает протестантизм, возникает капитализм, глобальный капитализм, колониализм и так далее. Это протестантизм. На нашей с вами родине что произошло вследствие той же самой штуки? Старообрядческий раскол, о котором я говорил сегодня. Когда инициатива патриарха Никона, обновлявшего церковь в России, встречает неожиданный и грандиозный по размаху ответ. То же самое было сделано на Украине за несколько десятилетий митрополитом Петром Могилой. То же самое было сделано в других православных государствах. Обновление произошло. Но это было до того момента, когда у старообрядцев появились книги, которые стали показывать пальцами и говорить: смотри, в 100 главе сказано, знаменаться нужно 2 персты. Сказано в книжке, показывает бородатый человек, который не является священником, а является простым каким-нибудь купцом или дворником. Но он умеет читать книгу, и книга у него есть, потому что Гутенберг сделал эту книгу доступной для него. И происходит фактически настоящая гражданская война, которая приводит в перспективе к колонизации Сибири, Дальнего Востока и даже Русской Америки. Вот, всего бы этого возможно бы не было, если бы не проклятущий Гутенберг и церковный раскол, который следовал бы просто за ним. Было бы как по-другому. Патриарх Никон приказал, сказали: есть! И перешли бы на новый чин, потому что кто еще знает книги, кроме батюшек? Никто. А тут возникают простецы, которые умеют читать книги, у которых книги есть. Вот, значит, и следующий момент, например, такая цифра, которую трудно проверить, но она в научной литературе по-прежнему продолжает светиться. На 1917 год, на октябрь 1917 года, 70% российского капитала находилось в руках старообрядцев. Это были люди, которые развивали пароходостроение, практически полностью им принадлежало. Люди, которые строили, новаторские заводы, Морозовский завод, например, на котором началась знаменитая стачка, вот, которые очень сильно впустили щупальца в железнодорожное строительство на Руси. Большая часть из них были не евреями, как этот заговор знаменитый, а были русскими старообрядцами. Опять же, то есть даже на капитализм в России, то, о чем мы говорим, имело значительное действие. Я только про одну книжку сказал.
Это его разгон был. Книгу читаешь и начинаешь понимать, что твои представления о мире на самом деле зависят от устройства, на котором я эту книжку читаю. А вот понимание медиа — это уже наша с вами эпоха. Это уже наш с вами мир. Вот, понимая медиа или понимание медиа, разных два перевода на русский язык существует, суть их сводится к тому, что наши все общественные отношения зависят от того, как мы общаемся друг с другом. Ну, самое простое. Поэтому, грубо говоря, в современном мире исчезает интимность и все, что связано с этим, потому что можно подсмотреть, можно пообщаться по этому фейстайму, можно заглянуть в любой мир, в любой точке планеты, в любое время, позвонить там по WhatsApp абсолютно бесплатно, в любое место мира. Вот. Кроме того, человек, который управляет государством, раньше был элитой, до которой невозможно было достучаться. Рассказывали легенды про императоров. Сменялись династии, а люди даже не знали, что происходит. Сегодня человек, правящий государством, лично в ушах и в глазах каждого из своих подчиненных. Сегодня битва происходит не на политических пространствах, а в пространстве перед нашими глазами. Что мы читаем? Значит, РБК-агентство, например, или Медузу, или, например, Россия Today. То есть, какой ресурс мы читаем, то у нас формируется в голове. Фабрика троллей там нам вкладывает страшные мысли в голову. Или тбилисская фабрика эльфов, которая нам рассказывает о том, что кто на самом деле плохой, а кто на самом деле хороший. Наше существование становится все более и более иллюзорным. Мы живем в мире, значит, не просто каких-то фантазий, а в мире, который создается средствами нашей коммуникации. Происходит какая-то проблема в этом мире нашей коммуникации, у нас разрушается все. Как устроить Армагеддон в нашем мире? Да не надо больше бросать атомную бомбу, достаточно интернет отключить. Не будет эффект, возможно, даже более крутой по своим результатам. Войны меняются абсолютно. Появилась возможность у человека управлять орудием смерти, находясь совершенно в другой стране. Он просто ходит на работу, садится на стул, надевает специальный шлем, или даже без шлема, просто садится за компьютер и бомбит совершенно другое государство через беспилотник в другой точке мира, зарабатывает за это деньги. Не являясь даже военным, хотя, может, форма на нем какая-нибудь есть. И формальное звание, но никакой там строевой подготовки он совершенно не проходит. Да? Это уже как в игре Эндера. Это не как в игре Эндер, это как в современных так называемых гибридных войнах, когда участвуют бесплотные летательные аппараты, вот реклама которых там в коридоре обозначена, и достижения нашего филиала в этом плане здесь достаточно большие. Вот. То есть меняется все. То есть теперь для участия в войне не нужно быть профессиональным солдатом. Пропадает разница между мирным и гражданским населением. И что мой обыкновенный, пузатенький, веселенький, усатенький сосед, на самом деле ужасный киллер, убийца, головорез, который разбомбил, например, там сколько-то 5000 джихадистов где-нибудь там под Кабулом. А мы с ним обсуждаем о том, какую наживку использовать во время рыбалки. И я ее знаю только с этой стороны. И он понятия не имеет никаких убийств. Он знает, конечно, об этом. Но его представление это не какие-то люди, ради которых он проливал кровь или там рисковал своей жизнью. Он просто нажимал на кнопки. Происходит виртуализация представления о любви, о смерти, о жизни, о дружбе. Что такое любовь, например, в этом мире медиа? Это то, как нам показана любовь. Любить, значит, практически исчезает преемственность поколений, если вообще нам есть чему учиться у наших предков. А что значит любить? Фильм посмотрели, вести себя так, как в этом фильме. Значит, определенные виды смайлики слать своей возлюбленной. Фотографироваться в определенной позе с ней для Инстаграма. Вот, с другими не фотографироваться в таких же позах для Инстаграма. Или ставить фильтры такие, чтобы она не смогла со своего IP-адреса это посмотреть. Так что, видите, меняется отношение даже к самым глубоким личностным моментам. Вот, то есть вот этот виртуальный мир, в котором люди общаются, он как будто отрывается от человека, становится самостоятельным. Происходит определенный нюанс, который Пелевин очень интересно описал в поколении П. Возникает человек и его виртуальный двойник. И для меня, собственно, не так уж и важен я сам. Важно то, как ведет себя мой виртуальный двойник, который путешествует по соцсетям. Не там лайк поставил, а 11 лет строгача. Это поставил мой виртуальный двойник на виртуальном пространстве другому виртуальному двойнику. 11 лет строгача не ему. Вот если бы запретили, например, вот этот аватар использовать, или это IP-адрес, наказали бы очень жестоко. Нет того человека, который пальцем нажимал на кнопку «Сайт». Хотя, разумеется, вы понимаете, что одно дело выйти на улицу и призывать к убийству других людей, а другое дело поставить
лайк под лозунгом «Бей жидов, спасай Россию». Это принципиально разные действия, которые предполагают разный уровень ответственности, подготовленности, самоосознанности, элементарно смелости и даже здоровья, физического и психического. Но тем не менее эти вещи как бы совмещаются. То есть этот виртуальный двойник, он отрывается. Она для нас важно то, как мы выглядим в первую очередь в виртуальном пространстве. Мы практически все больше и больше нашего времени тратим на отслеживание своих профилей и дальше. Самое главное, самое интересное, что Маршалл Маклюин считал это позитивным и положительным процессом. И пугает это нас просто потому, что мы к этому не привыкли. Обращу это немножечко в другое русло. Вот. В одном вузе я заведовал кафедрой, провожу методологический семинар. Значит, собираю коллег и прошу, расскажите, чему вы учили своих студентов. И встает коллега и рассказывает. Причем коллега вот вашего профиля, то есть прикладник, он обучает прикладной информатике, очень продвинутый технарь, супер продвинутый автор нескольких видов программного продукта. И рассказывает мне, я слушаю, я понимаю, что я знаю то, что он мне рассказывает. Я быстренько анализирую и понимаю, что я это знаю, потому что я об этом прочитал в интернете. И спрашиваю, уважаемый коллега, а зачем вы студентам рассказываете то, что они могут прочитать в Гугле? Ну, это элементарные знания. Говорю, да, но они же могут прочитать и в Гугле, а вы же зарплату за это получите. То есть происходит переход к так называемому компетентностному подходу. Я уже про это, кажется, вам говорил. Теперь от преподавателя требуется не знания дать, которые есть, как в этом фильме про инопланетянина смешного. Зачем учиться, это все есть в интернете. Человека требуется не передача знаний, а умение эти знания прилагать в действительности. И пока что Google не умеет нам это показывать. Хотя мы и туда лезем. Я чиню электротел, я опять забыл, какой провод на заземление. Постоянно забываю в трехжильном проводе, какой на заземление. Я забыл, какого цвета. Ну что я сделал? За сколько миллисекунд? Мне надо было подойти к компьютеру и вбить, какого цвета провод на заземление. Все, это буквально секунды. То есть виртуальное пространство, этот Google. Кто мне подсказал в Google? Ведь не сам Google. Какой-то человек когда-то где-то ввел ответ на мой вопрос. И он автоматически мне выдаст. Этот человек не важен, который мне ответил. Его даже имени там нет. Есть подсказка из Гугла, я монтирую, собираю проводки, все отлично работает. Так что даже на уровень умений и, может быть, даже навыков постепенно переходят компьютерные линии. Вот, значит, то есть меняется компетентностный подход полностью. К примеру говоря, меняется отношение к чтению. Старперы говорят, о, как ужасно, молодежь там не читает, раньше вот читали, в советское время самая читающая страна, постоянно говорят, ну конечно, чем еще заниматься было? Не было даже телевидения нормального, было 2 программы, с которых одна была скучная, а вторая почти никогда не работала. Первая и вторая. И то там какой-нибудь такой мрак был, посмотрите там нарезку из советского телевидения черно-белого, на страшных этих гудящих приемниках, в которых каналы переключались специально для этого придуманными пассатижами. Вот, значит, это мир, больше никакого развлечения не было никаких там американских горок, не было никаких игровых автоматов, люди читали. Поэтому, по большому счету, те, кто читает сегодня, это вот действительно настоящие читающие люди, которые недостаточно сериалов, Netflix, недостаточно компьютерных игр, а нужен абстрактный материал. Так что вот меняется, но тем не менее люди смотрят и говорят, это ужас, это плохо. Читаемость книг пропадает, люди не знают, кто такой был Максим Горький. Люди типа меня, которые уже вот в этой теме говорят, а почему надо знать, кто такой был Максим Горький? Это же ужас, это уровень культуры, ты не знаешь, это вопиющее невежество. А кто сказал, что вопиющее невежество? А давайте мы предположим, человек, который не знает, кто такой Лев Толстой, кто такой Александр Пушкин. А почему это страшно? Чего вы сказали? Когда-то при царе Горохе человек, который не знает этого, означало, что человек не знает такой Пушкин, значит он какой-то не социализированный, асоциальный человек. С ним опасно общаться, потому что раз он не знает, кто такой Пушкин, значит он вообще какой-то полоумный, неграмотный и вообще опасный. А теперь, как это влияет на то, смогу я проводить занятия или не смогу? Я хоть раз вам цитату из Пушкина приводил, из Льва Толстого. Теоретически я вполне могу их не знать, это никак не отразится даже на моем преподавании философии. Так что меняются общественные отношения, меняется представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Но люди, которые в старой, вот до интернетовской фазе были воспитаны, хотя теперь они всех есть, разумеется, свои собственные смартфоны, они воспринимают это как шок, о шоке потом отдельно поговорим. И, конечно, стараются этому в меру своих сил ставить препоны.
не понимают, для чего нужно обучаться компьютерной грамотности, вот, и продолжают, приходя на занятия, работая либо за деньги ваших родителей, либо за деньги, значит, российских налогоплательщиков, рассказывать вам вещи, которые есть в интернете. Поэтому происходит вполне закономерный процесс уменьшения зарплат учителям и преподавателям, потому что они по большому счету больше не нужны. Но это страшно и для меня лично, и для представителей моего цеха, когда мне мало платят, когда возникает какая-то совершенно дикая конкуренция, когда я должен написать какие-то резюме, записать видео, значит, пример видеоурока, участвовать в должностном конкурсе, показывать, я, профессор Товбин, должен показывать каким-то соплякам, что я лучше их, потому что сопляки действительно могут работать лучше меня. И я должен для того, чтобы удержаться на своем месте, не хвастаться авторитетом или черт знает когда защищенной диссертацией, а быть лучше, чем молодежь. И круче для того, чтобы сохранить, потому что они мне уже сюда в затылок дышат. И если я хоть на шаг уступлю, они, не зная, кто такой Пушкин и Толстой, но умея более успешно работать, уже будут здесь. Меняются роли, меняются модели. Человек знакомится, мужчина знакомится с симпатичной барышней, например, где-нибудь в каком-то там Тиндере. Общается с ней, это оказывается не барышня, а мужчина. Вот, и прочее. То есть он общается с кем? С картинкой, с определенной, реагирует на определенный посыл. Возникают интересные ситуации в современном кинематографе, многократно обыгранном, когда человеку оказывается, что та прекрасная девица, с которой он переписывался, оказывается каким-нибудь руандийским хакером, который оттуда из какого-то помещения просто пытался добиться каких-то переводов регулярных, выставляя чужие фотки. Но человек вспоминает прекрасную переписку, которую писал живой человек. И хотя это отнюдь не симпатичная красотка, а чернокожий парень, вот, все-таки, видите, внутри что-то меняется, потому что именно этот чернокожий парень под видом светлоокой красотки ему писал те вещи, которые его успокаивали в трудные минуты, бодрили, когда ему тяжко, выводили из депрессии. И он садится на самолет и летит в Руанду к этому чернокожему парню, который выдавал себя за девушку. Меняются многие вещи, но те, кто застряли в прежней эпохе, говорят: ужас, крушение устоев. И главное, говорит Маклюк, совершенно правильно, устои рушатся. Происходит то, чего раньше нельзя было придумать. Что начали говорить, значит, алармисты, когда начали информацию переводить в электронный формат? Говорят, это так нельзя, надо, чтобы были книги, чтобы все было на бумаге. Рухнет сервер, и не будет никакой информации. Провода оборвутся, электричество отключится, ядерный взрыв, электромагнитная волна, вся ваша техника накроется к чертовой матери, и будет новое варварство, и ничего не будет. И вот мне когда первый раз вот с такой отповедью престарелый профессор выступил, я сразу вдруг внезапно, мне крюк, и вспомнилась в голове одна фраза, не помню откуда, но это тоже какой-то профессор, который какого-то, по-моему, Парижского университета, сейчас я вам скажу когда, 5 или 6 века нашей эры. Когда начали активно вводить бумагу в Европе. Все было рукописное, но начали писать не на папирусе и на пергаменте, а на бумаге. А бумага была более дешевая, поэтому бумажных книг возникло много. И вот один престарелый профессор 5-6 века то же самое говорит: зачем вы пишете на бумаге? Один пожар, все сгорит. Папирус, пергамент, они горят хуже. Они тлеют, их можно успеть вывести, а бумага чпок и полыхнула. То есть те же самые истерики были тогда, когда на бумагу переводили. Люди боялись, что все исчезнет, сгорит в огне. Мы видим сегодня библиотеки, которые абсолютно никому не нужны. Меняется отношение человека к технике, к электронному пространству, и возникает тот феномен, о котором я уже сейчас сказал. Электронный мир, электронное пространство, цифровой мир, как угодно можно называть, становится нашей реальной. Возникает новый тип общества, который по-разному можно схватить с разных сторон и по-разному описать. Вот перед вами 4 наиболее популярных описания того общества или мира, в котором мы находимся. Во-первых, оговоримся, как правильно говорить, информационное общество или информационный мир. Но сегодня в науке и в философии как бы вот такой консенсус, что в зависимости от ситуации, если я говорю в общем о состоянии мира, который включает в себя технику, там, экономику, производительные силы и так далее, то я использую понятие мир. Если я говорю о людях, то мы используем понятие общества. Но в целом, по большому счету, это синоним. Просто все зависит от того, к чему я прилагаю. Дэниел Белл не автор, но популяризатор термина «информационное общество». И более того, он дал ему определение, которое работает до сих пор. Это мир, главным капиталом которого является информация. Капитал — это что? Вспоминаем. Собственность, приносящая доход.
Вот. Главным капиталом становится информация, которая приносит доход. Совершенно разных видов, начиная от авторских прав и заканчивая интеллектуальным, собственно, продуктом, каким-нибудь программным кодом, который я пишу, какими-нибудь способностями какого-нибудь разработчика или хакера, который достаточно трудно куда-то передать. Или, например, какой-нибудь компромат, за который мне платят, откупаясь от него. Или я его запускаю в оборот, и это приносит мне большие деньги, моя книга становится бестселлером, я раскрываю правду. Таких ситуаций в нашем мире было много. Президентов свергали. В США президента Никсона свергли, обнародовав коррупционные схемы, которые он там у себя устроил. Те люди, которые это сделали, получили много, в том числе и денег. Президент Никсон чуть-чуть не сел в тюрьму. Едва-едва был помилован своим последующим после него президентом. Вот. Но потерял он могущественную должность. А США это не просто президентская, это суперпрезидентская республика. То есть люди обладали информацией и влияли на политические, на экономические процессы. Такие фигуры, как Джулиан Ассанж, такие фигуры, как различные люди, которые раскрывали какую-нибудь правду о том, что происходит. Или то же самое простое, вернемся к этой теме, наличие авторских прав. Я часто со студентами шалил на эту тему, говорил, почему Майкл Джексон в свое время был самый богатый. Не потому что лунный поход танцевал лучше всех, а потому что в свое время он за небольшие деньги купил авторские права на распространение всех песен группы Битлз. А это группа всех групп. Песня, музыка всех миров, всех народов. Поэтому где-нибудь музыка звучит, Майкл Джексону копеечка падает. Причем сам рассказывал, что он купил это там по пьянке за небольшие деньги. И в виде шутки не подозреваю, что это такое. Одно из величайших произведений литературы 20 века «Властелин колец». Сколько за него получил Толкин? Представить, сколько это денег принесло. Или потомки Толкина? Практически нисколько. Тогда только было придумано понятие авторские права, и Толкин его продал Саулу Зайцу, который является основателем тех компаний, которые потом снимали эти фильмы. Сын Кристофер судился до самой своей смерти с этой компанией, чтобы запретить экранизировать книги отца. Информация приносит доход. Это информационное общество. Второй момент – технотронная эра. Что такое технотроника? Это техника плюс электроника. То есть техника, которая, во-первых, становится самостоятельной, во-вторых, становится все более электронной. Технотроника – это не робот. Технотроника – это, допустим, интернет. Технотроника – это программа компьютерная. «Матрицу» смотрели? Да. Вторую часть помните? Бунт программ, когда оказались программы, конфликтующие с большой машиной. То есть не только люди конфликтуют, но даже программы. Вот технотроника – это не устройство, это технологии, которые становятся все более и более важными в нашем мире. Про значение технологий я вам уже говорю. Не обязательно предполагать под технологией умение писать программный код на языке там Python, например. Технологией является просто умение включить компьютер, запускать Word. Или, например, если Word не работает, какую-нибудь другую программу вместо него. Делать таблицу в Excel. Это вообще, наверное, нечто совершенно загадочное. До сих пор, признаюсь, для меня это темный лес. А кто-то владеет этой технологией лучше и более, чем я успешен в этом мире. Вот о чем идет речь. Вот эти технологии имеются в виду. Устройство без технологии не важно. А технология без устройства может существовать. Если какой-то... в Рике и Морти он коробка лежит, там был эпизод такой, когда Морти узнал о том, что кто-то там проник в Excel, схватил палку и начал крушить мониторы. И какой-то его оппонент сказал, ну ты ведь знаешь, что ты этим ничего не меняешь. Вот, Збигнев Бжезинский является одним из популяризаторов этого термина, то есть мы говорим о мире самодостаточной техники. Достаточно такой простой вещи, как онлайн-банк, например. Или какая-нибудь там система Киви платежных терминалов. Вот, насколько они важны в нашем мире, насколько они влияют. Достаточно было просто запретить в каком-то случае перевод с российских карт на российские карты, грандиозным образом изменилась вся экономика. Просто люди не смогли в огромном количестве выехать за границу, потому что они не могли там платить по российским картам, а вести деньги в трусах, как это принято было в Советском Союзе. Не все хотели. Следующий взгляд – это постиндустриальное общество. Это то же самое, только с точки зрения экономики. Одним из авторов Элвин Тофлер является, я еще про него расскажу. То есть мир, в котором общество перешло за индустриальные рамки. Здесь миром правит не конкретный завод, а правит технология. Это мир, в котором Adidas – это не гигантские фабрики, а просто офисное здание, где сидят люди в пиджаках. Не портные, не дизайнеры, а люди в пиджаках.
которым приходит время, они едут в командировку в какой-нибудь там Далянь на фабрику, проверяют, как они там пришивают полоски на штаны, проверяют полоски. Говорят, хорошо, нормальные полоски, вот вам авторское право, можете писать не Абибас, а Адидас по-честному. За это вы нам платите столько. Берет от Далянского завода деньги и идет обратно. Это называется Адидас. В 2005 году Adidas закрыл последний собственный завод. У них нет ни одного завода, но есть офис. Города западного мира, не только западного, постиндустриальный мир, в него, к примеру, Япония входит. Это города чистые, с цветочками. Там, где были раньше ужасные грохочущие надземки в Америке, сегодня тротуары, где ходят хипстеры в рубашках застегнутой верхней пуговицы, прогуливают смешных собачек, пьют кофе и общаются на тему саморазвития. Вот, город, в котором чистый воздух, бабочки порхают. Думается, что это было всего лишь 100 лет назад. Ад. Индустриальный ад. Вот. Сегодня индустриальный ад вынесен в Китай, вынесен в третий мир, вынесен в какие-нибудь слаборазвитые развивающиеся государства. Мне один мой знакомый как-то раз заставил долго решать ребус. Он мне говорит, вот столько-то кораблей, каждый год огромные сухогрузы приходят в порт Лос-Анджелеса. Он говорит, угадай, что они везут обратно. Они привозят все, чем живет Америка. Что они везут обратно из Лос-Анджелеса? Я гадал, не угадал. Они везут обратно воздух. Они уходят в пустыню. США ничего оттуда не отправляют. Все привозят туда. И все, что люди едят, надевают на себя, используют, это все привезено откуда-то, а управляется и делается мозгами. Постиндустриальный мир – это не мир рабочих у завода. Постиндустриальный мир – это мир инженеров, айтишников, программных разработчиков. В том числе, с другой стороны, это мир психологов, психиатров, которые бегут эти переработавшие программные разработчики. Вот. То есть мир людей, ведущих интеллектуальный образ. Сегодня выделяется несколько в экономической догме, несколько постиндустриальных государств, обычно относятся, конечно, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Великобританию, ФРГ, Францию, Японию. Забыл. И вы не хотите работать у станка, я больше чем уверен. Вы хотите работать чистенько, ходить в теплый, приятный офис, общаться возле бурлящего кулера с коллегами, попивая водичку чистую. Вот. Даже целая мифология на эту тему выросла, в данном случае намекая, конечно, на бойцовский клуб, на тему раздвоения человека и его двойника виртуального, который в этом мире нужно. Вспоминайте эту великолепную мифологию, если вы в теме. Третье измерение, постмодерн, это культурологическое измерение. Вот. Это особый вид культуры, про это потом отдельно поговорим. Одним из ярких лидеров в этой линии мысли является Жан Бодрияр, французский философ, то есть мир после модерна. Кратенько запишем с вами основные вехи постмодерна. Вот. Это общество, которое не предлагает никакой конструктивной повестки, но отрицает все, что было до него. Ценности модерна, мы о них с вами говорили до сегодняшнего дня. Рационализм, гуманизм, равенство, справедливость, изобилие. Это ценности модерна. Мы сделаем людей сытыми, здоровыми, богатыми, успешными и равными. Постмодернист говорит, да ну его нафиг. Постмодернист спрашивает, вы в смысле за возврат к традиции, тому, что снова у нас будет средневековье? Постмодернист говорит, не. А за что вы постмодернисты? Они говорят, а потому что гладиолус. Они не предлагают никакого ответа. В этом суть постмодернистской культуры. Это отказ от модерна без возвращения в домодерн. Хотя многие постмодернисты именно вот эту карту разыгрывают, притворяясь деятелями традиционных религий, отращивая бороды, нося косоворотки, взывая к джихаду или к мужскому государству. Они якобы проповедуют традиционные ценности, никакое это не традиционное общество. Пелевин, например, один из величайших писателей-постмодернистов. Какие ценности он проповедует, Пелевин? Никаких. А чем он занимается? Он сокрушает идолов. Он сокрушает ценности, в которые люди привыкли верить. Это странно думать, потому что кажется, что если сказал А, говори Б. Если ты говоришь, например, что ситуация, когда мужчина бьет женщину плохо, то значит ты за равенство женщины и мужчин? Нет. Просто я говорю, что когда мужчина бьет женщину, это плохо. Но когда они равны, это тоже плохо. Потому что скучно. Ну и напоследок наши приключения в этом мире. Обо всем этом я подробно говорил. И, в общем-то, если вы немножечко знаете историю и сравните то, что здесь видите на экране, с тем, что вы знаете, вы поймете, что та эпоха, в которой мы с вами живем, она какая-то другая.
Она не похожа на тот мир, в котором мы жили раньше, к которому мы привыкли. Настолько, чтобы ее понимать, но не настолько, чтобы ей жить. О, это я прям почти как у Томпсона получилось, да? В «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе. Ага. Слишком редкий, чтобы жить, и слишком нужный, чтобы умирать.